Не только из шпаклевки или текстурной пасты можно создать фактурную поверхность. Это можно сделать из бумаги. У меня офисная резаная бумага. Опускаю ее в теплую воду. Отжимаю, но без фанатизма. Добавляю клей ПВА. И обойный клей. Вот и все. Точного рецепта нет. Масса должна быть клейкой. Для построения композиции делим заготовку на 3 части по вертикали и горизонтали. Точки пересечений – сильные визуальные центры. Здесь размещаю основной элемент композиции. Небольшим кусочкам придаю аморфную форму. Расстояние между ними примерно полсантиметра. Не острым стеком, чтобы не образовались острые края, можно разделить фрагменты. После раскатывания можно добавить еще маленькие кусочки и вновь их расплющить. Комком смятой фольги создаю дополнительный рельеф. Создаю различные фактурные поверхности. Добавляю бисер. Папье-маше также может работать с молдами. Положите форму с массой в морозилку. Окрашиваю акриловой краской. Принцип послойного окрашивания прост: от темного к светлому. Кисть должна быть сухой, с минимальным количеством краски. Использую трафаретную кисть с плоским торцом.
Растушевку и тени делаю очень мокрой кистью. Восковые хайлайтеры тоже наносим от темного к светлому. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.